привет, ребята! Всем привет! Сегодня мы будем с моим мужем Димой, кстати, знакомьтесь, если кто не знал, готовить очень интересное блюдо в мультиварке. Это будет у нас пирог, очень высокобелковый и, самое главное, диетический. И вообще сегодня будет такое нововведение на моем канале, небольшая рубрика, может быть, да, готовим вместе, я так думаю, она будет называться. И если вам понравится такая рубрика с нашими разговорами, болталками и вместе с этим готовкой, то обязательно поддержите нас пальчиками вверх. Ну и давай, наверное, начнем. Да. Ты хоть в курсе, что мы сегодня будем готовить? Нет. Я все сама придумала. Сегодня мы будем готовить, опять же, пирог высокобелковый и диетический в первую очередь. Он будет у нас состоять из куриной грудки. Это будет начинка, то есть куриная грудка. Да, ты сейчас ей займешься. Только понежнее, пожалуйста, с ней. Ты у нас любишь резать мелко, поэтому ты сейчас будешь резать очень мелко. Дима начинает с того, что он будет нарезать куриную грудку очень мелко. Возьми, если что, там тарелочки, куда это будешь все выкладывать. И действительно очень мелко режь. А я начну с того, что буду приготавливать тесто. То есть для нашего пирога наше тесто будет состоять из творога. Оно будет у нас такое творожно-овсяное. Из овсянки, у меня здесь овсяная мука, тут остатки, немножко их использую тоже. Потом у нас еще сюда пойдет кефир, яйца, и вообще это будет творчество у меня, потому что как такового рецепта я еще особо-то не придумала. Будем вместе это все. Если что, собаки во дворе у нас всегда голодные. Мне вообще, знаешь, что это напоминает? Помнишь передача, как она называлась? Вы убиваете своих детей. Нет, не эта передача. Передача, где там 5 или сколько человек ходили друг к другу в гости, помнишь? Так что я сегодня буду в роли ведущей. Наверное, 2 яйца добавлю в тесто наше. Режь, давай. Так, 2 яйца я взбила и добавляю сюда творог. Творог у меня 5%, здесь вообще, по идее, около 200 грамм творога. Все это дело перетираю вместе с 2 яйцами. Вообще такой пирог можно будет делать как и на обычные дни, то есть, допустим, как в перекус или основные блюда. И можно даже, если красиво его украсить, допустим, на новогоднюю ночь, почему бы нет, да? Особенно если собираются сыроеды и вегетарианцы. Дима, вот у меня никогда не бывает обычных рецептов. У меня всегда рецепт а-ля что было в холодильнике, то есть смешала. Поэтому у нас сегодня будет вот такой вот интересный пирог. Как ты медленно режешь. Давай. И сюда мы добавляем овсяную муку. 4, 5. Пока что 5 будет пусть. Потому что я никогда не знаю, сколько нужно овсянки или вот вообще муки добавлять. Один кусочек оставим большим. В центр положим. Куда? Красиво. Дима, это вы знаешь какой-то рецепт какого-то студента или мужицкий пирог. Так, сколько же мы добавим кефира? Добавим на глаз. Может быть, миллилитров 70. Так, все, ты устал? Вон, бери шампиньоны и нарезай, во-первых, очисти их от кожицы. Да. Смотри, я могу не так красиво очистить, а могу просто порезать. Вот так вот сейчас, смотри. Дим, ну это будет вечность. Это будет вечность. О, какой молодец. Все прям почистил? О, класс. Так, ну и добавлю, наверное, еще 3 столовые ложки. То есть в итоге получается 8 столовых ложек. Можно, конечно, это сразу добавить, но мне кажется, так тесто будет более воздушным. Стоп, резать или нет? Резать. Режь. Сколько мелко? Не слишком мелко. Мне нравится, как... совсем мелко будет. Давай сюда. Ну, режь как хочешь, в общем. Давай, начинкой будет твое творчество. Вот и все. Режь как хочешь. Какой сложный процесс, как порезать. Так, в принципе, основа теста готова. И я еще 1 столовую ложку добавлю теста, так, чтобы это все перекатать, и оно не прилипало к рукам. Вот, ну, примерно столько. Вы уже просто на глаз должны сами смотреть. Ручки должны быть сухими. И сейчас все это дело перекатаю и отправляем в тесто в холодильник хотя бы на минут 15. Вообще, ребят, белок, с одной стороны, это строительный материал для наших мышечных групп, для мышечных волокон, правильно? С другой стороны, если не придерживаться нормам белка, мы теряем, разрушаем мышечные группы. Но если белка слишком много, это может быть очень вредно для здоровья.
Да, то есть норма белка у всех существует, у девушек это примерно 1,5, да, все-таки, наверное? 1,5. 1,5 грамма на килограмм веса. Хотя бы 1,5, минимум. Да. А вот у парней там, наверное, уже 2-2,5. 2,5, да. Это будет, конечно, уже многовато. Ну, пусть будет 2. Ну, это при том условии, что занимаемся спортом. Да. В первую очередь. При том условии, что человек разрушает мышечные группы во время тренировки и будет нуждаться в их восстановлении, компенсации и суперкомпенсации в мышечном приросте. Ты возьми перчик, да, очисти внутренности перчика, помой его, во-первых. Хорошо. И как-то порежь соломкой длинной. Соломкой, давай. Так, у нас получилось отличное творожное тесто, вот такой вот небольшой комочек. Отправляем это все дело в холодильник, можно прикрыть чем-то, каким-то пакетиком на 15-10 минут минимум, да. Так, ну что, у нас в принципе все нарезано, и теперь мы начинаем немножко обжаривать филе наше вместе с грибочками. Для начала только филе, так, тихонечко, тихонечко, у нас тут все ограничено. Ставлю, во-первых, на режим жарки. Так, есть, жарко есть. И добавляю совсем чуть-чуть оливкового масла. Я, наверное, не буду закрывать крышку, потому что если мы будем закрывать крышку, она уже будет как тушиться, то есть не получится вот этой вот румяной кожицы. Конечно, это все можно было бы сделать на сковороде, но я думаю, зачем, если можно все в одном месте сделать, потом просто вымыть эту формочку и там же выпекать наш пирог. В принципе, у нас все порезано. Наверное, давай-ка ты еще порежешь зеленый лучок, у нас в конце он нам потребуется. И на терочку натрем, наверное, весь сыр, для того, чтобы была такая красивая румяная корочка сверху. Касательно витаминов и минеральных комплексов, потому что сейчас сезон, сейчас зима, нам этого всего не хватает. Такой момент. Капсульные и таблеточные витамины усваиваются лишь на 5%, на самом деле. Да. Вот. Поэтому не пренебрегайте покупкой свежих овощей и фруктов. Соки свежевыжатые, не те, что в упаковках продаются, правильно? Да, это вообще витамины основа, можно да. найти в любых продуктах, а капсульные это все-таки на какой-то период времени. И они очень долго действуют, и сразу же понять какой-то эффект невозможно. Главное просто, во-первых... Эффекта от витаминов быть не может, это лишь поддержка. То есть вы поддерживаете свое здоровье. Да. Именно так. Так, будем добавлять чесночок? Давай. Как ты думаешь? Ну хорошо, тогда добавим парочку головок чеснока. Я вообще люблю чеснок, тем более сейчас на зиму. Вообще, я, в принципе, в любое время года готова его есть. Из того, что мы работаем дома, да, нам не грозит запахи эти все. Да, возьми парочку, почисть. Так, ну что, у нас почти поджарилась куриная грудка. Вот совсем чуть-чуть такие румяные корочки. И мы уже выкидываем сюда все наши шампиньоны. Все это дело тоже обжариваем. Сейчас они тоже дадут сок. И хотя бы минут 10-15 все, чтобы это прожарилось у нас. Такого большого количества, конечно, не будет, потому что шампиньоны сейчас тоже уменьшатся. И будет, я думаю, в самый раз. Так, ну что, мы продолжаем нашу готовку. Мы уже закинули сюда и куриную грудку, и шампиньоны. Буквально 5 минут они уже все поджарятся. Ты пока натирай сырок. Не на эту, это сильно мелкая. Вот на такую, на самую большую. Натираем сырок. А я пока выберу, чем же подсолить нам наше мяско и шампиньоны. Естественно, добавим соль. Соль совсем чуть-чуть. Я в большей степени всегда люблю добавлять какие-то приправы, чем соль. Соль это не вредно, как мне кажется, да? Не, ну какое-то количество, если употреблять его в больших количествах, конечно, вредно. Да, в меру. И подсаливаю, то есть добавляю какие-то приправки, я уже пока практически все готово. Потому что если добавлять, когда еще все сырое, как-то соль, мне кажется, и вообще приправы плохо впитываются, и может подгорать все, что у вас там есть. Мне девочка на встрече подарила какие-то наборы приправ натуральных, да, поэтому я что-то добавлю. Я без понятия, как что тут называется. Греческие приправы, я смотрю, какая-то травичка, в общем, добавим какую-то травичку, наверное. Каждый тоже добавляет все по своему вкусу. Так, всю начинку мы достали. И теперь я промою формочку, смажу ее совсем чуть-чуть опять оливковым маслом, чтобы ничего не пристало. И начну выкладывать тесто. Главное вот сами бортики хорошенько смазать, потому что мы потом будем... Я не с тобой разговариваю. Иди сюда. Так, я хорошенько смазываю всю форму, ты очень внимательно наблюдай. Вообще, ты бы мог сам приготовить такое блюдо? Как ты думаешь? Ну а кнопочки понажимать насчет смог бы? насчет теста я с ним не дружу, я точно. Так, вот так вот пальчиками разминаем. Ну тоже, чтобы слой был не слишком толстым, потому что будет какой-то пирог очень толстенький. Нам такого не нужно.
Я немножко проткну вот это тесто, хотя бы немножечко вот так вот вилкой поделаю. Чтобы оно не разорвалось на температуру, да? Ну, может, не то чтобы разорвалось, а чтобы оно как-то пропиталось хорошо начинкой. Вообще тесто, видишь, такое вот прям творожное, очень-очень мягкое. И на вот эти бортики тоже как-то их хорошо нужно примять. Ну что, давай теперь ты выкладывай начинку, только постарайся ее распределить равномерно. Я думаю, перец не мешать с куриной грудкой, как-то чтобы он сверху у нас был. Ну, вообще желательно, конечно, чтобы он не пропекался, чтобы он сохранял такую хрустящую, как казалось бы, хрустящий. Ну да, да. Так, и сверху, наверное, мы еще хорошо это все дело укроем сметанкой. Сметана у нас 20%, нормально, в принципе. Включаем, закрываем нашу крышечку. Наверное, окошко для того, чтобы пар выходил, я оставляю. Посмотрим, да, наверное? Наверное, нужно оставить, будем смотреть. И все, на час мы уходим, будем, если что, посматривать. А крышечку какую-то винтить нужно сюда? Ну вот я думаю, наверное, не нужно, чтобы пар выходил как-то. Наверное, не будем оставлять. Да, так оно пропитается соком. Короче говоря, так получится какое-то блюдо типа какая-то, каши. да, Да. да. Поэтому нам нужен пирог, чтобы пар выходил. Да. Нам нужен все-таки пирог. Все, оставляем. И потом, когда уже практически все будет готово, насыпем немножко зеленого лука и сверху немножко сыра, и будет зашибись, я думаю. Ну что, время прошло, конечно, довольно-таки прилично. Где-то час мы ждали. В общей сложности, наверное, час все-таки достаточно, может быть, минут 20 еще. Я, как вы видели, я засыпала еще сырочек сверху. Мне все отлично проплавилось. И оно значительно уменьшилось в размерах, ребятки. Да, то есть пространство Да. такое. И очень легко это будет делать, все достать. Доставать, да. Поэтому мы сейчас возьмем, наверное, если бы у меня было поменьше немножко тарелочка, мне, ее, к сожалению, нет, я бы сверху шлепнула и потом перевернула. Так лучше, конечно, всего и делать. А так как у нас... нельзя просто на крышечку, закрыть крышечкой и... Мы так сейчас и сделаем. Лучше всего дождаться, пока вся форма и весь пирог немножко остынет. Берем, переворачиваем и теперь просто отщелкивай. У нас крышечка такая специальная просто. Опа, что-то не отщелкивается. Нет, все супер. О, О, смотри, он красота, идеальный, глянь. даже А не теперь подгорел. Переворачиваем на тарелочку. Да, теперь переворачиваем просто. Теперь Давай. смертельный номер. Ой, там водичка. Ну, ребят. Ну, это мужское дело вообще. О, зашибись, какой пирог Слушай, классный. прям хороший, сытный. Да. И это очень белково, ребятки. То есть оно подойдет и на буч, и на набор мышечной массы. Короче говоря, углеводный и А белковый. если как-то красивенько украсить зеленью, почему бы этот пирог, якобы такой торт мясной, да, не поставить на новогодний стол? Да. Особенно в правильном питании, кто придерживается даже в новогоднюю ночь. Это будет как пахнет. просто супер. Ты смотри, таким куском можно очень классно даже наесться. Так в этом куске, я тебе скажу, нужно посчитать, сколько еще грамм белка. То есть Ну, это я постараюсь полноценный прием пищи, наверное. подсчитать, сколько в этом тортике. Реально можно с собой брать, да? И грибы тут тебе, и курица, и сыр, и творог. Ну, И Что, Ребят, нормально? это блюдо на новогодний вечер. да, почему бы нет? Конечно, оно чуть-чуть разваливается, но мне кажется, почему бы и нет, да? Слушай, Интересно это очень получалось. белковая тема. Мгм. И тесто классное получилось. И вот все в меру. По поводу специй только вопрос, что вы положите. Но, наверное, он не должен быть острым. Ни в коем Ну да. случае. Так что, ребят, обязательно попробуйте этот рецепт. В мультиварке очень, кстати, удобно готовить этот рецепт. А если у вас нет мультиварки, можно то же самое сделать в обычной духовке. форме, да. Просто в В силиконовой форме легко будет сделать. Или украшайте, какую-то елочку можно нарисовать какой-то травичкой. Так что, если вам понравилась такая небольшая рубрика, немножко оригинальные рецепты с нашей болтовней, когда мы вместе что-то готовим, обязательно поддержите нас пальчиком вверх, пишите ваши впечатления, идеи, может быть, следующих рецептов в комментариях. Ну и мы с вами встретимся совсем скоро в следующих роликах. Всем удачи, пока-пока. Пока, ребят.